Легендарная Галатская башня или Галата – икона архитектуры Стамбула и всей Турции. Это историческая смотровая площадка, которую обязательно стоит посетить каждому туристу. Привет, друзья! Мы находимся в Стамбуле. Сегодня у нас по плану Галатская башня. Поскольку билеты входят в стоимость музейной карты, очереди здесь нет, в основном очередь за билетами. И мы идем подниматься вверх и покажем вам, какие виды открываются на Стамбул. И расскажу о башне немножко. Высота Галаты составляет 61 метр. С верхнего этажа башни до середины 20 века была одним из самых высоких зданий Константинополя. Открывается один из самых красивых панорамных видов на Старый Стамбул, Золотой Рог и Босфор. Поднимемся на лифте. В лифте показывают виды в реальном времени. Дальше подъем на лестницу. Башня была построена генуэзцами как часть системы обороны и контроля над важным торговым путем Босфора и морем Мраморным. Она была первоначально известна как Тау-Кизил-Таши на турецком языке, что означает «башня красного камня». Во времена османского завоевания Стамбула башню переименовали в Галатскую башню, что связано с населенным пунктом Галата, расположенным поблизости. Башня также использовалась для наблюдения за приближающимися кораблями и контроля над важными коммуникациями. Слово «Галата» имеет несколько значений, и его интерпретация зависит от контекста. Слово «Галата» происходит от греческого «галатарь», что означает «гальцы» или «кельты». Этим термином греки называли население этой местности в древние времена. Во время правления Сулеймана Великого башня использовалась как тюрьма до XVI века, затем как место проведения Османского военного оркестра до XVIII века, а затем как обсерватория и пожарная сторожевая башня до XIX века. Три истории, которые чаще всего рассказывают как легенды о Галатской башне. С кем бы ты ни пошел в башню первым, ты женишься. Какая благоприятная легенда, не так ли? По легенде, восходящей к римлянам, пара, впервые вместе отправившаяся на Галатскую башню, обязательно поженится. Вторая легенда. Две башни Стамбула влюблены друг в друга. Вторая легенда также полна любви. Согласно этой легенде, Галатская башня и Девичья башня были влюблены друг в друга, но Босфор помешал этим двум влюбленным встретиться. Он годами писал письма из любви Галатской башни. Хизарфет Ахмед Челеби предположительно прошептал Хизарфену о своей любви к башне во время полета из Галатской башни в Юсюткар и передал ему письма. Хизарфен также переслал письма в Девичью башню. История белой чайки. На этот раз история основана на книге Исхана Актая Анара «Атлас туманных континентов». Согласно рассказу, чайка, впервые прилетевшая в Стамбул, в темноте вела генуэзцев. По их поверьям, чайка была генуэзцы, которые отождествляют себя с Иисусом, следуют за чайкой к ее гнезду, готовят ее и едят. После этого для белой чайки строится Галатская башня, где находится ее гнездо. Да, вот такой тут выход
Надо крючком ходить. Так вот такой туннель не увидел. Все, пришли? Или еще? В башне еще во времена Османской империи произошло одно из важнейших событий в истории авиации. Хизарфен Ахмед Челеби сконструировал самодельные крылья, изучая полет птиц, и спрыгнул на них с Галатской башни. Ему удалось перелететь Босфор и приземлиться в Üsküdar'е. Подтверждением этого полета является запись известного турецкого путешественника Ивлии Челеби книги путешествий. На башне. Только сбоку иди снимать. Пока не получается. О, полетела, да? Да. Касса музея Галатская башня. Очередь была большая, сейчас рассосалась. И стоимость билета 215 лир. Если вы идете по музейной карте, то входит в стоимость. Для детей, для студентов 175, для детей 40. Поэтому музейную карту выгодно очень, потому что она экономит вам средства. Учитывая, что башня видна издалека, добраться до нее не составит труда. Учтите только, что место, где расположена башня, пешеходное, и доехать к ее основанию не получится.